проснулся внезапно, как от удара. Рядом кто-то был. Он не мог его видеть. Он вообще не видел ничего. Он был слеп. Он, князь Владимир Киевский, победитель, владыка, воин. Он бросил вызов самой Ромейской империи. Древний Корсунь рухнул под его натиском. Ну что ему теперь вся слава мира, если он слеп? Рядом стоял некто, которого он не знал. Тьма начала редеть, как перед рассветом. В памяти всплыли слова, слышанные в далеком детстве. «Яко ты еси воскресение и жизнь». Было же то в Будутинской веси, когда княжичу Владимиру Святославичу от роду исполнилось 4 года. Играя на речном берегу, оступился он и упал в воду, в самую стремнину. И тащила его река, как щепку, и кричал он и звал, но никто не слышал его. Неминуемой была смерть. Но на пути попался камень огромный, и уцепился он за тот камень, и тем спасся. Он долго сидел на огромном валуне, трясясь от холода и пережитого страха. И вдруг с мгновенной ледяной ясностью понял – он один. И если он хочет выжить, ему нужно рассчитывать только на самого себя. Трех лет от роду Владимир был отлучен от матери. Отца тоже почти не видел. Святослав непрерывно воевал. Братья Ярополк и Олег были не родными, только сводными. Его мать Малуша женой Святославу не была, всего лишь наложницей, хотя и занимала высокое положение ключницы при дворе княгини Ольги. Формально Владимир обладал с братьями Олегом и Ярополком равными правами. Он был сыном князя. Фактически же слово «рабичич», сын рабы, было клеймом. Единственным близким человеком при великокняжеском дворе для Владимира стал его дядя Добрыня. Вскоре после смерти матери княгини Ольги Святослав собрался в очередной дальний поход в южные земли, к границам Ромейской империи. Раньше, когда его в Киеве не было, государством управляла княгиня Ольга. Теперь ее не стало, и Святослав решил задействовать сыновей. Они еще не вполне повзрослели. Старшему было всего 13. Но при каждом имелись назначенные князем воеводы. В год 970 Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега у древлян. Пришли новгородцы, прося себя князя. И сказал им Святослав: «Просите Владимира». И взяли к себе новгородцы Владимира. И пошел он с Добрынею, своим дядей, в Новгород. Новгородская земля, древняя родина, откуда много лет назад вышли князья Рюриковичи, казалась Владимиру дальним захолустьем. Он думал, что его отослали подальше за ненадобностью. Новгородцы виделись ему грубыми и шумными. Варяги из охраны были не чета нарядным киевским дружинникам. Угрюмые, заросшие бородищами, расписанные страшными узорами, увешанные амулетами. Владимир все пытался еще немного полюбоваться Киевом. И мечтал, как он когда-нибудь вернется в этот город. Взрослым, могучим, как отец. А за ним будет идти его несметное войско. Жизнь в
Новгороде оказалось намного интереснее, чем предполагал Владимир. Какое там захолустье. На торгу пестрая толпа говорила на разных языках. Урмане и свеи с разбойничьими рожами, краснобородые иранцы в шелковых челмах, франки в бархатных плащах. Кого только не было. Владимир быстро привык к местным порядкам и жил с новгородцами душа в душу. Он самозабвенно учился у варягов боевому искусству, предоставив решать дела, будь они появятся, своему дядьке Добрыне. В тот день Владимир сильно увлекся поединками. Добрыня трижды посылал за князем, чтобы шел, наконец, вершить суд. Ответчиком оказался мальчишка, едва ли старше его самого. Зарубил топором на торгу средь бела дня некоего пришлого человека. По новгородскому закону каждый, кто убьет неосужденного, должен быть казнен. Дело было яснее некуда. От князя требовалось только утвердить приговор. Но Владимир молчал, поглядывая на убийцу. А тот спокойно ожидал своей участи и не просил пощады. Убийцу звали Олаф, родом норвег. Пришлось бежать из родной страны вместе с матерью и воспитателем. В море корабль захватили северные пираты Эсты и продали их в рабство. Хозяином их стал Клеркон. Обращался с ними крайне жестоко, а воспитателя, который был Олову как отец, зарубил топором. Тогда Олаф был слишком мал, чтобы отомстить. После мальчика нашел дядя, новгородский дружинник, выкупил из рабства и увез в Новгород. Много лет убитый воспитатель оставался неотомщенным. И вот сегодня Олаф случайно встретил на новгородском торгу того самого Клеркона и раскроил ему череп топором. Олаф был чем-то похож на него самого. Вот только Владимир вряд ли сумел бы с такой отчаянной отвагой отомстить обидчику. И князь заявил: поскольку убитый воспитатель был ответчику как отец, то убийство можно считать кровной местью. Закон не нарушен. Он, князь, повелевает ответчика от суда освободить и взять в младшую дружину. Владимир еще не знал, что спас от смерти человека, который станет его единственным другом. В это время за 1000 верст от Новгорода отец Владимира Святослав начал войну с Византией. Возглавляющий греческую армию опытный полководец Варда Фока избегал открытого сражения, уводя варваров вглубь империи. Святослав же считал, что греки трусливо бегут перед его войском. В 120 километрах от столицы Варда Фока остановился и дал бой. Силы были примерно равны, однако греки были на своей земле. Святослав слишком поздно понял, что его заманили в ловушку. Но отступать было некуда. И сказал Святослав: нам некуда уже деться. Хотим мы или не хотим, должны сражаться. Так не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Станем крепко, а я пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь. И ответили воины: где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим. Битва началась мощным натиском русских полков. Во главе войска плечом к плечу со своими дружинниками сражался князь Святослав. Русы бились с отчаянием обреченных, и это само по себе внушало страх. Только тяжелая конница сумела остановить бешеный напор варваров. Рубились до темноты.
Но значительного перевеса ни с той, ни с другой стороны достичь так и не удалось. Еще год с переменным успехом шли бои, пока во главе греческого войска не выступил сам император Иоанн Цимисхий. После нескольких кровопролитных сражений русское войско было измотано до предела. И Святослав с Цимисхием вступили в переговоры. Согласно договору 971 года, русские должны были покинуть Болгарию, а греки обеспечивать все русское войско провиантом на 2 месяца. Русь и Византия заключали мир, становились военными союзниками и восстанавливали торговые отношения. Святослав со своим потрепанным и поредевшим войском, от которого оставалась едва треть, отправился в обратный путь. Он не знал, что Иоанн Цимисхий заключил договор о мире и взаимопомощи не только с ним, но и с печенегами, подкрепив его большим количеством золота. Святослав в ладьях отправился к порогам и сказал ему воевода: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его, и пошел в ладьях. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава. И взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. Добрыня сказал, что отца больше нет. Эту минуту Владимир запомнит на всю оставшуюся жизнь. За смерть князя Святослава печенегам отомстил его старший сын Ярополк, князь Киевский. Он пошел на них походом и потрепал так, что печенеги даже согласились платить Киеву дань. Воеводой при Ярополке был старый Свинельд, ходивший в походы еще с его дедом Игорем и с отцом Святославом. Женой юного князя была грекиня, бывшая монахиня из греческого монастыря, которую Святослав несколько лет назад привез из похода как пленницу и выдал за сына, ради ее редкой красоты. То, что его жена христианка, Ярополка совершенно не смущало. В его окружении было немало христиан. Киев был в одном шаге от крещения. К Ярополку прибыли послы от Папы Римского, но миссионеры и папские послы ничего сделать не успели. На Руси началась война. Князь Олег совершал традиционный лов – загонную охоту в своих деревах, древлянском лесном массиве. Каково же было его изумление, а потом и бешенство, когда неожиданно он увидел мчащую через его лес чужую охоту. Олег был на своей земле, в своем владении. Появление здесь чужаков было не просто дерзостью, это было святотатством. Княжеский лов являлся священным действом, закреплявшим власть потомка небесных богов над землей и ее тварями. Люд Свинельдич, сын киевского воеводы, недвусмысленно показал Олегу, что считает его земли своими. Олег принял вызов. Со своими людьми он нагнал чужую охоту и перебил ее всю. До последнего человека. По закону Олег был прав. Но в Киеве тоже не могли просто так оставить это убийство. Свинельд, отец дерзкого люта, был одним из самых родовитых бояр Ярополка. Узнав о гибели сына, он потребовал от Ярополка, чтобы тот шел войной на Олега. Ярополк отказался. Люд не приходился ему родственником, и закон кровной мести не действовал. А вот Олег был Ярополку родным братом. 2 года длилось противостояние князя и его воеводы. И в конце концов старый варяг Свинельд, исходивший пол Европы, переживший 2 князей, одержал верх над Ярополком. Весной 975 года киевская дружина вторглась в землю древлян. Олег, в свою очередь,
собрал свою дружину и вышел навстречу Ярополку. Впервые среди Рюриковичей разгорелась междоусобная война. В первый раз. Брат пошел войной на брата. И сполчились обе стороны. И в начавшейся битве победил Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в город. Через ров к городским воротам был перекинут мост, и люди, теснясь на нем, сталкивали друг друга вниз и столкнули Олега с моста в ров. Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть и послал искать своего брата. И искали его, но не нашли. И сказал один древлянин: «Видел я, как вчера спихнули его с моста, и послал Ярополк найти брата. И вытаскивали трупы из рва с утра и до полудня. И нашли Олега под трупами. Вынесли его и положили на ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним и сказал Свинельду: смотри, этого ты и хотел». Свинельд молчал. Теперь Ярополк стал хоть и невольным, но брата-убийцей. По закону кровной мести ему должен был отомстить младший брат, Владимир. Война будет продолжаться. И если Свинельду повезет, князья истребят друг друга. Теперь оставалось только ждать, когда из Новгорода придет Владимир. Но он не пришел. Весть об этих страшных событиях дошла до Владимира через месяц. И теперь новгородскому князю предстояло принять первое в своей жизни самостоятельное решение. При этом выбора у него не оставалось. У Святослава было только 3 сына. Теперь один из них убит, и он должен быть отомщен. Так было заведено веками. Владимир вряд ли испытывал какие-либо теплые чувства к чужому, в общем-то, для него Олегу. Но это не имело никакого значения. Отныне Ярополк становился для него кровником. Жернова языческого закона кровной мести вращались неумолимо. Если Владимир хочет оставаться князем, если он хочет быть предводителем в глазах своих людей и, наконец, если он хочет стать мужчиной в своих собственных глазах, он должен мстить. Но летом 976 года в Новгороде его уже не было. Владимир решился на отчаянный шаг. Забрав с собой княжескую казну, немногочисленную челядь и верного Добрыню, он отправился за море. На носу дракара сидели 2, почти ровесники. Молодой новгородский князь и бывший раб, потомок норвежских королей, ныне его наперсник. Оба приближались к земле своих предков, к земле северных богов и героев. В эту минуту они оба, 2 изгнанника, плыли навстречу неизвестности. Мучительное путешествие сквозь все шторма уже подходило к концу, и они плыли мимо скалистых берегов норвежских фьордов. Справа по борту вдруг забурлила вода. Свинцовые волны понеслись по кругу, и разверзлась кипящая пеной бездна. Гребцы кинулись на весла и одним мощным рывком отбросили корабль подальше от того места, где кипящее море уже всасывалось в чудовищную воронку. Владимир содрогнулся, представив себя внутри этого водоворота. С каждым кругом все ближе к гибели.
Говорили, что этот водоворот иногда выбрасывает то, что поглотил. Наверное, даже из этой бездны можно выбраться живым. Но для этого нужно решиться пойти навстречу смерти. Новгородцы не любили вспоминать о князе Владимире. Год назад он, будто побитый щенок, бежал за море, и никаких вестей о нем не было. Сгинул, наверное. Туда ему и дорога. Что это за князь, коли бежит от войны? В Новгороде правил посадник Ярополка Киевского. Жизнь шла своим чередом. И все бы хорошо, если бы не смутные тревожные слухи. Снова шалят урмане. В Варяжском море бесчинствует лихая ватага, грабит всех без разбора, и никакой управы на нее нет. И когда промозглым осенним утром из тумана появились драконьи морды, город охватила паника. Дракары один за другим причаливали к сходням. На переднем стоял молодой конунг. Разбойничать вроде бы никто не собирался. Рослые молодцы один к одному, вооруженные до зубов, спокойно и уверенно высаживались на берег. Бережно вынесли женщину ослепительной красоты, с серебряной косой в руку толщиной, с налитыми грудями и огромным беременным животом. Раз конунг привез супругу, значит, желает обосноваться надолго. Новгородцы сдвинулись плотнее. Конунг обернулся, и Новгород ахнул. Это был пропавший князь Владимир. Вместо трусливого щенка вернулся молодой лев. Уйдя за море с горсткой людей, Владимир вернулся с многочисленной дружиной. Это были северные морские разбойники-викинги. Теперь Ярополка ждала война. Готовясь к большой войне, Владимир постарался заручиться могущественными союзниками. В будущем это станет характерной чертой Владимира-полководца. Не торопясь все продумать, тщательно все подготовить и лишь потом бить. Но бить уже стремительно и беспощадно. Охотников идти в войско князя Владимира нашлось в Новгороде немало. Приходили издалека, даже из муромских лесов. Князь готовил поход на Киев, и добычи ожидалось немалое. Огромное войско Владимира шло по древнему пути из Варяг в Греки, так же, как 100 лет назад шел на Киев вещий Олег. Далеко впереди бежали слухи о князе, не знающем страха, не ведающем жалости. На пути из Новгорода в Киев, в земле Кривичей, стоял древний богатый Полоцк. Власть Киева на него не распространялась. Полоцкий князь Рогволод скандинавского происхождения был независим от Рюриковичей и никак с ними не связан. Когда Русь Северная пошла войной на Русь Южную, Срединному Полоцку предстояло сделать выбор. Каждый из игроков искал себе стратегического партнера для коалиции. Решение Полоцка с его выбором между Киевом и Новгородом определяло теперь весь расклад сил. Решение, которое могло обеспечить поддержку Полоцка, напрашивалось само собой. У Рогволода помимо 2 сыновей имелась дочь на выданье. Звали ее Рогнеда. Осенью 976 года в Полоцк прибыли сваты и от Ярополка, и от Владимира. Обычно судьбу дочери решал отец, но не в случае Рогнеды. Отцовская любимица, она всегда делала только то, что хотела сама. «Пойду за Ярополка, а за Владимира не пойду», — заявила Рогнеда. «Не хочу разувать Рабичича». Все знали, что мать князя Владимира была рабыней. Оскорбление было намеренным и публичным. Владимир с интересом наблюдал, как дядька захлебывается от ярости, рассказывая про Рогнедины слова, и думал: союз Полоцка с Киевом допустить нельзя. Дядька обижен — это плохо. Девчонка с норовом — это хорошо. Добрыня не понимал, почему Владимир молчит.
Может, не дослышал? Это она про тебя, княже, сказала, не хочу разувать Арабичича. Что ж, быть посему, спокойно ответил Владимир. Коли не хочет невеста, не будем разуваться. И улыбнулся так, что Добрыню продрало морозом по коже. В княжеском дворце все стояло вверх дном. Вот-вот приедут послы из Киева вести Рогнеду на свадьбу с Ярополком. За окном послышались крики, топот копыт. Приехали. Рогнеда отпихнула девок, путаясь в разбросанных по полу сарафанах, бросилась к окну и отшатнулась. Во двор въезжали не киевляне, а косматые варяги, топча конями порубленных полоцких стражей. Владимир взял город, и самого Рогволода захватил, и жену его, и дочь его, и был с нею на глазах у ее отца и ее матери. Потом отца ее Владимир убил, а саму взял себе женой и нарек ей имя Горислава. Свадебный обряд разувания жениха означал признание невесты власти своего будущего супруга. Надменность Рогнеды и гнев Владимира превратили этот символический ритуал в чудовищную кровавую реальность. Изнасиловать девушку, заставив смотреть на это ее родителей, а по окончании муки хладнокровно их убить. Даже для безжалостного времени князя Владимира это было слишком. Полоцк был сожжен дотла, а земли княжества отошли Владимиру. Несчастная же Рогнеда, руганная на глазах у своих родителей, не только станет законной женой Владимира, но и родит ему впоследствии 4 сыновей. Ко времени войны с Ярополком Владимир уже был женат и имел первенца Вышеслава. Многоженство на Руси, как и в других языческих землях, было вполне обычным явлением. Чем больше жен мог себе позволить человек, тем большей властью и авторитетом он обладал в глазах окружающих. Владимир набирал силу, увеличивался и его гарем. Личные же отношения Владимира с Рогнедой на протяжении всей их совместной жизни будут изобиловать крутыми поворотами. Обжигающая любовь-ненависть, скрепленная кровью, останется с ними на долгие годы. Родила Рогнеда Владимиру Изяслава. Имел к тому времени он уже многих жен, и стала она негодовать. Однажды он пришел к ней на ложе, и когда уснул, хотела она его зарезать ножом. И случилось ему проснуться и перехватить ее руку. Она же его попрекала: «Вот отца моего убил и землю его полонил, а теперь не любишь ни меня, ни этого ребенка». Он же повелел ей одеться в свое свадебное платье и сесть на чистой постели в хоромах с тем, чтобы казнить ее. Она так и сделала, но вложила своему Изяславу в руку обнаженный меч. Владимир же, придя, воскликнул: «Да кто думал, что ты здесь?» и бросил свой меч. И созвал бояр, и все им рассказал. Они же ему сказали: «Уж не убивай ты ее ради этого ребенка, но восстанови ее отчину и дай ей сыном своим». Владимир основал город и дал его им, и нарек его Изяславль. Когда Владимир подошел к Киеву, там уже знали о кровавой полоцкой свадьбе, и город хорошо подготовился к осаде. Но Владимир не собирался ни сидеть месяцами под киевскими стенами, ни пытаться их штурмовать. Он не хотел разрушать войной Киев, волшебный город своей мечты. Ему нужен был только Ярополк. Он отправил в осажденный город лазутчиков, чтобы поискали предателя в ближайшем окружении князя Ярополка. Продать своего князя согласился воевода Блуд, который с недавних пор занимал место Свинельда и пользовался полным доверием Ярополка. Владимир обещал Блуду место близ себя и наибольшие почести. Блуд убедил своего князя покинуть Киев, чтобы не губить зря ни в чем не повинных людей. И Ярополк с дружиной бежал в городок Родень.
Князь Владимир торжественно, со вкусом, не торопясь, входил в Киев. Уже в воротах он вдруг вспомнил о своей детской мечте. Вернуться сюда взрослым, мужественным, могучим, как отец. И чтобы за ним шло его несметное войско. Все, что он когда-либо хотел, он получал. Любые его желания исполнялись. Он был избранником, любимцем богов. И кто смел ему противиться? Сказал Блуд Ярополку: «Видишь, сколько воинов у брата твоего. Нам не перебороть их. Заключай мир с братом своим». И согласился с ним Ярополк. Так будет. И послал Блуд ко Владимиру. Сбылась где мечта твоя. Ведут к тебе Ярополка. И пришел Ярополк ко Владимиру. Когда же входил в двери, два варяга подняли его мечами под мышки. Блуд же затворил двери и не дал войти за ним своим. И так убит был Ярополк. Ну вот и встретились, брат. Ярополк даже не успел понять, что произошло. В глазах его плеснулось безмерное удивление, да так и осталось. Владимир совершил кровную месть. Он взошел на вершину власти. Что ж, он по праву может собой гордиться. Предателя блуда на глазах у всего Киева Владимир щедро наградил и чествовал 3 дня. А на 4-й велел схватить его и судить, тоже публично. Изумленному блуду князь сказал: «Я, как обещал, воздал тебе почести как приятеля своему. Теперь же сужу как изменника и убийцу господина своего». И отдал его палачам. Варяжские дружинники Владимира сочли это справедливым и от души посмеялись над разбойничьим остроумием своего князя. Они его обожали. Такой вождь, наделенный невероятной удачей, не знающий преград, гордость любого викинга. Теперь Киев, золотая мечта его детства, принадлежал ему безраздельно. Молодой князь твердо усвоил уроки своей тревожной юности. В конечном счете все решает только сила. Чтобы быть авторитетным правителем, необходимо воевать, и воевать успешно. За первые 8 лет своего правления Владимир совершил по меньшей мере 10 больших походов. Он воевал даже чаще, чем его отец. Но в отличие от Святослава, завоевание дальних земель не было его целью. Маршруты всех походов Владимира проходили по радиусам почти правильного круга, в центре которого находился Киев. К 985 году под непосредственной властью киевского князя Владимира Святославича оказались Киев, Переяславль, Любич, Чернигов, Перемышль, Туров, Полоцк, Смоленск, Псков, Новгород, Ростов, Муром, Тьму-Таракань, Белая Вежа. Ему платили дань племена ятвягов, Веси, Чуди, Мери, Вятичей, Радимичей, Лензян. Им были заложены города Суздаль и Владимир-Волынский. Во всех подвластных Киеву городах Владимир посадил своих наместников. Самых опытных и авторитетных из числа воевод, бояр, старших дружинников. Они не имели никаких связей с населением областей, которыми предстояло править, и были преданы лично князю Владимиру. Наведя порядок на земле, Владимир захотел упорядочить и высшие сферы. Он задумал превратить Киев в сакральный центр всех русских земель. На холме близ княжеского дворца было обустроено капище с огромными идолами. Богов для Перунова холма Владимир отбирал лично. Владимир обозначил роль в государстве светской и религиозной власти. По сути, это была попытка превратить верование в государственную религию,
а установление иерархии божеств с Перуном во главе было первым шагом к единобожию. Но Владимир этого, конечно, не знал. Он утверждал свою власть и на земле, и под землей, и на небе. А чтобы никто не сомневался в абсолюте его власти, взял на себя еще и функции верховного жреца. Теперь все грандиозные жертвоприношения на Перуновом холме в присутствии всего населения Киева возглавлял лично князь Владимир. И все от мала до велика видели, как похож лицом князь Владимир на Перуна. Или это Перун похож на князя Владимира. Устраивал также раз в неделю пир в Гриднице, чтобы приходить туда всем боярам и всему народу, и воинам, и управителям, и лучшим мужам при князе и без князя. Бывало на тех обедах множество мяса, говядины и птицы, и дорогой рыбы, и овощей, и масла, и всего прочего, приготовленного руками, и питья, вина разного и медов разных. Владимир хотел быть в глазах своего народа щедрым, как солнце, изливающее свет и тепло. Особенно важна была для него дружина. Каждый воин должен быть лично предан своему князю, и каждый должен чувствовать его отеческую заботу. Пусть даже этот воин сам годится молодому князю в отцы. Владимир всей душой любил эти буйные праздники. Он был молод. Он все делал с размахом и мощью. И воевал, и пировал. Он по всем статьям был победитель, а победитель получает все. Жизнь уже не тащила его, как щепку. Жизнь кипела хмельной пеной. Он черпал ее полным ковшом, упивался ее сладостью. И жажда его становилась все сильнее. Был же Владимир побежден похотью женскою. Были у него жены. Рогнеда, от нее он имел 4 сыновей, Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и 2 дочерей. От гречанки имел он Святополка, от чехини Вышеслава, а еще от одной жены Святослава и Мстислава, а от болгарыни Бориса и Глеба. И наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде, до 200 в Берестове. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растлевая девиц. О невероятном сластолюбии русского князя ходили легенды по всей Европе. А для киевлян мужская сила и темперамент Владимира были поводом для гордости, лишним доказательством того, что их предводитель всем князьям князь, который, может, и не человек вообще, а бог в человечьем обличии. И только сам Владимир знал, что и веселое буйство на пирах, и бесконечные плотские утехи, и грандиозные действия на Перуновом холме — все это лишь попытки заглушить непонятную мучительную тоску, которая с недавних пор постоянно жила в его сердце. И чем дальше, тем очевиднее становилось, что ни вином, ни жертвенной кровью ее не залить. Словно упала с глаз радужная пелена. Оказалось, что и громадные идолы, и пышные церемонии не нужны вообще никому, кроме разве волхвов. Посадские приходили на Перунов холм только по принуждению на официальные праздники. Многие дружинники, и варяги, и славяне, давно уже не верили ни в Тора, ни в Перуна, а верили только в свой меч и боевую удачу. На жертвоприношения являлись лишь для того, чтобы потом пойти на пир. Владимир словно волок в гору тяжелый и никому не нужный груз. И в глубине души, холодея, он все чаще понимал, что груз этот не нужен и ему самому. Даже самые близкие не желали участвовать в священнодействиях князя. Старый друг норвег Олаф никогда не приносил жертв идолам, относился к ним равнодушно и даже презрительно. Было в обычае часто сопровождать конунга в святилище. И однажды конунг говорил с ним, и Олаф отвечал: «Никогда не испугаюсь богов тех, что не имеют ни слуха, ни зрения, ни сознания. И из этого я могу сделать заключение, господин, какова их природа, что ты мне представляешься всякий раз с милым выражением лица, за исключением того времени, когда ты находишься там и приносишь им жертвы.
И тогда ты мне всегда кажешься несчастным, когда ты там. И из этого я заключаю, что те боги, которым ты поклоняешься, должно быть, правят мраком. Летом 983 года князь Владимир вернулся из похода на ятвягов. Победа была полной. Никогда еще киевским князьям не удавалось наложить свою руку на землю этого свирепого в бою литовского племени. Ятвяги отличались исключительным свободолюбием. Их земля располагалась в пограничье между Польшей, пруссами и западными палапскими славянами. Район являлся ключевым для всей Южной Прибалтики. Киевский князь, как всегда, действовал с дальним расчетом. На этой войне боги вновь оказались благосклонны к русам. В честь этого триумфа по обыкновению на Перуновом холме должны были быть принесены жертвы. Верховным жрецом у славян выступал князь. Владимир сам отблагодарит богов на им же выстроенном языческом алтаре. Но на этот раз Перун остался ни с чем. И сказали старцы и бояре: бросим жребий на отрока и девицу. На кого падет он, того и зарежем в жертву богам. Был тогда один варяг. Пришел тот варяг из греческой земли и втайне исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом и душою. На него-то и пал жребий по зависти дьявола. И посланные к Федору, придя, сказали: сына твоего избрали себе боги, так принесем же жертву богам. И сказал варяг: не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра сгниет. Бог же один. Сотворил он небо и землю, и человека, и звезды, и солнце, и луну, и создал жизнь на земле. А эти боги что сделали? Сами они сделаны. Не дам сына своего бесам. Если боги они, то пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына. А вы-то зачем совершаете им требы? И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили. И не ведает никто, где их положили. Варяга в окрещении звали Федором, его сына Иоанном. Разумеется, Владимир хорошо знал отца, знал и его подрастающего сына. Двор Федора стоял на теремном холме внутри крепостных стен. Федор был знатным человеком. Входил в Боярскую думу, бывал на княжеских пирах. То, что не участвовал в языческих камланиях, так не он один, многие не участвовали. Федор Боярин был знаком и понятен. До этого утра. Поступок Федора Христианина поразил князя Владимира. Нет ни готовности умереть. И решимости смерть Владимир в каких только видах уже не повидал. Поразил спокойной уверенностью в своей правоте. А в этом Владимир не ошибался. В людях он разбирался хорошо. Поразил Федора еще чем-то неведомым, но настолько огромным, что оно не умещалось в груди. Христианкой была его бабка, княгиня Ольга. Христианкой была его жена, грекиня Ярополка. Христианами были некоторые из его дружинников. Он знал христиан. Или не знал?